Всем здравствуйте! Сегодня у нас заключительный урок нашего практического онлайн-марафона по локонам. И в первую очередь я хотела бы поблагодарить всех, кто принимал участие, кто отправлял домашние задания, да, кто внимательно смотрел уроки, пытался их повторить, задавал вопросы, то есть был неравнодушен. Поэтому я вас всех поздравляю с окончанием. Сегодня у нас такой тоже очень интересный, не особо сложный урок по голливудской волне, но вы все-таки должны понимать, как она делается, потому что клиенты иногда, редко, но иногда все-таки просят. И потому что голливудская волна, да, то есть холодный метод накрутки, держится намного лучше, чем объемные волны. Поэтому если вдруг клиентка ваша хочет локоны, но погода не позволяет, либо, допустим, ребенку, да, хотят сделать локоны, например, на выпускной или куда-то еще, и вы боитесь, что обычные круглые крупные локоны не продержатся, тогда крутите такой накруткой, которую я буду использовать сегодня. Просто берите диаметр поменьше, и у вас эта накрутка продержится очень-очень долго. Во всяком случае, намного дольше, чем обычные круглые локоны. Вот, поэтому сегодня мы пройдем как классическую голливудскую волну, да, более такую гладкую, блестящую. Также я расскажу о современном способе создания голливудской волны, когда мы немножечко так прибавляем структуры. Если у нас голливудская волна классическая, да, то есть клиентка приносит фотографию обычной такой волны, изящной, мягкой, и хочет ее, допустим, на фотосессию. Тогда вы должны понимать, что она хочет на самом деле не чтобы сзади, да, вот такая вот волна была, а чтобы в первую очередь у нее была красиво уложена зона у лица. Поэтому мы должны будем оставлять достаточно большое количество волос у лица и делать там, то есть оформлять очень большой объем, да, как в уроке по оформлению окололицевой зоны я рассказывала, как это делать. То есть нужно будет делать асимметричный пробор в голливудской волне всегда, хорошо начесывать зону, да, челки, чтобы прям была такая волна, и во всем остальном мы будем накручивать так же, как и заднюю часть, да. Но вот я сейчас, допустим, поделила нашей модели Ире волосы на 3 части, чтобы вы примерно понимали, да, то, что мы делим волосы практически на 3 равные части. То есть у меня здесь треть, но и достаточно, подними, пожалуйста, голову повыше, достаточно большие части, да, у меня около лица. То есть, все можно. Не получится такого, что вы сделаете сзади красивую волну, а спереди останется по 2 прядочки, да, завитые, не пойми как уложенные. То есть изначально на этапе деления вы должны это предусмотреть. Но если вы хотите просто отработать голливудскую волну и выставить одну единственную фотографию, да, как часто так бывает, тогда вы можете, в принципе, все эти волосы уводить назад и крутить их все на одном уровне, и тогда у вас получится просто гуще и объемнее именно фотографии сзади, да, то есть изначально при делении головы обращайте на это внимание. Я сейчас вам покажу на первом нашем проборчике, как мы накручиваем классическую голливудскую волну. Хотелось бы, пока вот я отделяю, обратить внимание на то, что диаметр инструмента вы должны подбирать, опять же, из предпочтений вашего клиента или исходя из цели, да, вашей накрутки. Потому что если клиент приносит такую волну с большим-большим-большим количеством изломов, то это, конечно, очень маленький диаметр накрутки, минимум 25, вернее, максимум 25, а так это может быть и 18 миллиметров. Если у вас клиент приносит фотографию голливудской волны, и там буквально такая 1 или 2 такие размашистые благородные волны, тогда вы смело можете брать 32 миллиметра или даже иногда 38, но на 38 она совсем одна получится, обычно это 32. Я сегодня буду работать, так сказать, ни тем, у меня сегодня 28 миллиметров диаметр, и будем накручивать на нее. Конечно, когда вы делаете полноценную полную прическу, опять же, в формате марафона это сделать сложно, да, потому что онлайн-уроки именно по прическам занимают практически 5 часов, да, как я уже говорила, наверняка многие покупали, представляют, о чем я говорю. Поэтому здесь я пока волосы не гофрировала, не начесывала, но если вы делаете прическу, вы, конечно, эти этапы ни в коем случае не пропускаете. Мы говорили о том, что сразу и клиенту, да, приятнее в зеркало на себя смотреть, и где-то какие-то неровности черепа у нас, да, смягчаются, и вообще такая более аккуратной становится форма
форма нашей будущей прически, ну и, конечно, объем у корней, он нам очень нужен. После этого мы берем и делим нашу прядочку, да, допустим, нижнюю на 2 или на 3 прядочки. Ну, вообще я всегда делю на 3, ну, ладно, давайте сейчас тоже поделю на 3, потому что на 2 будет, как сказать, маловато. Но просто волосы не очень густые, поэтому, в принципе, если вы вдруг будете однажды торопиться, то не переживайте, можете делить и на 2. После этого мы прядь должны держать опять лентой и использовать очень много жидкого лака. Вот голливудская волна, именно интенсивность волны будет зависеть от количества использования стайлинга и от того, насколько сильно вы будете перекручивать, сейчас объясню, нашу волну. Поэтому нашу прядь в самом начале нужно буквально пропитать жидким лаком. Лак мы используем силуэт всегда, да, он незаменим. Как уже говорила, пудру, допустим, можно заменить любой другой, а лак, силуэт нет. Пропитываем, пропитываем, чтобы у нас потом прям очень хорошо читался наш излом. Если волосы тоненькие и друг за друга цепляются, можно после этого прочесать расчесочкой, да, чтобы они потом смотрелись более аккуратно, чтобы все волосы были параллельно друг другу, чтобы никаких пушистостей, переломов, пуха не было. И после этого мы берем нашу прядь, и мы сейчас будем делать перекрут, допустим, вот в этом месте. Если мы будем делать перекрут в этом месте, то в будущем мы должны будем и на этой пряди делать перекрут исключительно в этом месте. Если мы сейчас будем перекручивать, допустим, прядочку вот в эту сторону, да, допустим, левая часть у нас пойдет вправо, тогда и здесь, и, конечно же, по длине нашей, этот перекрут должен идти в ту же самую сторону. То есть, смотрите, у нас прядочка сейчас идет лентой. В каком-то месте мы будем делать перекрут на 180 градусов, и потом она у нас опять будет идти лентой. В этом месте она у нас не может перекручиваться в другую сторону, иначе у нас рисунок собьется. У нас опять должен будет быть перекрут в ту же самую сторону. Да, и опять внизу, и опять в ту же самую сторону. Сейчас я покажу, и вы поймете, о чем я говорю. И то же самое касается этой пряди и этой. Если вы начинаете перекручивать прядь в одну сторону, то мы все пряди на всей голове будем перекручивать в эту сторону. Если мы их начинаем перекручивать на расстоянии 7 см от корней, то и здесь это будет 7 см от корней, и здесь. Иначе рисунок у нас просто поедет, да? Если получится, что перекруты у нас в разных странах. То есть это очень-очень важно. Опять же, это опыт вы сделаете несколько раз, приспособьтесь к плойке, к перекрутам, но вам хотя бы самое главное понять принцип. Вот почему мы всегда, когда накручиваем объемные локоны, мы стараемся накручивать лентой, без перекрутов. Потому что как только вы накручиваете на плойку, допустим, рукой, да, ну просто, допустим, и у вас хоть один малейший перекрут будет, то это уже будет как голливудская волна холодная, то есть у нас локон не уйдет в объем. Именно поэтому мы объемные локоны делаем плоско с протяжкой, а эти уже сейчас будем крутить без зажима на плойку и специально делать в одном месте перекрут. Надеюсь, было понятно, но сейчас покажу еще раз. Итак, мы прошлись жидким лаком по нашей прядочке. Мы делаем перекрут в эту сторону, да, слева направо давайте, в одном месте, вот здесь. И сразу кладем сверху нашу плоечку. Опять берем плойку, опускаем до низу, и здесь, на том же самом месте, мы делаем опять перекрут. И опять ведем плоско. И опять в ту же самую сторону перекрут. То есть опять плоско, и в том же самом месте опять перекрут. И так до конца. Здесь никаких прямых концов мы уже не оставляем. Именно поэтому голливудскую волну сложно делать на волосах очень густых снизу, да? Потому что они могут топорщиться так в разные стороны и просто не очень аккуратно смотреться. И еще на голливудскую накрутку мы держим, при накрутке, да, голливудскую волну, очень-очень долго, раза в 2 дольше, чем обычные локоны. Потому что вот этот жгут, который мы специально делаем, он прогревается долго. И если вы будете торопиться и делать, так быстренько, то у вас не будет как раз-таки выразительной голливудской волны, да, к сожалению. Поэтому держите прям подольше. Даже можно еще дольше, чем я сейчас крутила.
Берем следующую нашу прядочку. Опять, что мы делаем сначала? Мы должны ее пропитать жидким лаком и весь пух, да, здесь прибить. Очень важно большое количество стайлинга. Если в локонах это никто не заметит, если вы будете накручивать без лака, то на голливудском вы получите совершенно другой результат. Прочесываем нашу прядочку. Прочесали, держим ее ленточкой, перекручиваем, опять же, на том же самом уровне, да, то есть я ее держу не так, а чуть пониже опущу, на том же самом уровне, что мы держали здесь, перекрутили. Ставим плойку, опять у меня была она под 45 градусов, сюда, и начинаем крутить, вернее, плоско. Потом раз, перекрутили в ту же самую сторону, плоско, перекрут, плоско, перекрут, плоско, перекрут. И держу. Иногда это доходит до 40, до 50 секунд. То есть это очень-очень долго, чтобы у вас волна имела такой выразительный рисунок. Все эти, конечно, шаги нужно соблюдать. Если вы немножко не докрутите, да, не будет выразительный жгут, или поменьше жидкого лака будете использовать, или опять же побыстрее крутить, то получится совершенно другой рисунок локонов. Видите, у нас вот здесь вот изгиб уже получается на одном уровне. Это очень важно. Это будет важно, когда мы будем счесывать. И берем все то же самое. Жидкий лак, пушочки сразу прибиваем. Вот здесь вот какая-то штучка, да, у нас торчит. Ничего у нас торчать не может. Мы все это счесываем. И опять же, если вы будете распылять близко и очень много, прядь будет мокрая. Как только вы мокрую прядь положите на плойку, сразу будет все шипеть, да? Клиент уже будет немножечко насторожен и будет прав. Поэтому я хоть и обильно поливаю, но обратите внимание, что на расстоянии, и жду, когда прядь просохнет. Видите, на расстоянии, не близко. И то же самое, наша прядь ленточкой, я ее перекручиваю на том же уровне, слева направо, ставлю плойку, кручу, слева направо, плоско, слева направо, плоско, слева направо, плоско. И еще всегда обращайте внимание на то, насколько близко у вас каждый оборот пряди находится друг к другу. А то иногда бывает, что, допустим, на правой, там, ну, на начальной прядочке, они, видите, близко-близко друг к другу, а слева я иногда уже смотрю практически по всей плойке, там, рассыпаны, да, то есть с большим зазором. Ну, то есть если у вас они будут под другим углом, эти, как сказать, жгутики идти по плойке, то они и не счешутся у нас потом в рисунок. Мы ждем. Если это волосы натуральные, густые, тяжелые, ждите очень долго. И опускаем. Видите, они у нас уже похожи друг на друга. Теперь, для того, чтобы сделать классическую мягкую волну, что мы делаем? Во-первых, мы используем блеск. Блеск для волос. У меня это Osis. Про блеск я говорила, да, что мы его всегда используем после лака. То есть лак уже у нас там есть, в принципе, уже прядь будет держать как бы свою форму. Мы распыляем этот блеск и немножечко в ручке сминаем. То есть этот блеск у нас подсъедает наш лак, о чем мы говорили на первых уроках. После этого мы берем и прочесываем плоско нашу прядь. Плоско. Да, то есть никаких локонов у нас уже здесь быть не может. И то же самое делаем с этой прядочкой, соседней. То есть мы берем и плоско прочесываем. Раз. И это то же самое. Раз. После этого вот нам нужно максимально счесать все дырочки, которые есть между прядочками. То есть мы берем вилочку и никуда не торопясь начинаем сверху вниз все это дело подчесывать. Сейчас у нас пока внизу ничего нет, да?
То есть у нас здесь спинка, нам не за что зацепить. Но когда это будет второй рядок, мы уже будем брать наши зажимчики, и наши зажимчики как бы прикреплять к нижним волосам, да, чтобы у нас наша волна была более выразительной. Можем иногда счесать хвостик вместе. Вообще вот от этой вот нашей прядочки первой будет видно только сантиметров 7 наших хвостиков. То есть все волосы лягут выше. Поэтому мы должны тут будем хорошо фиксировать именно хвостик. То есть все последующие рядочки мы накручиваем в ту же самую сторону, абсолютно с таким же шагом, да, и все то же самое. И начинаем немножечко цеплять за нижний волос, видите? То есть мне сейчас не за что цеплять, просто у меня здесь кофточка. Мы их будем приподнимать, цеплять, и наши вот эти вот ребрышки, они будут более очевидными. А сейчас я пока могу просто сделать это ручкой и фиксировать на жидкий лак. И я сейчас возьму, разберу следующий рядок, накручу его абсолютно таким же способом, но покажу такое более современное исполнение, если так можно сказать. Так, эту прядочку я уже могу поделить на 4. Таким образом, у нас еще, если вот здесь вот будет вдруг видно где-то дырочку, у нас получится, что у нас волосы как будут накручены в шахматном порядке. То есть волосы сверху закроют эту самую дырочку.
Итак, мы накрутили этот рядочек точно так же. И теперь мы прочесываем каждую прядочку волос. Она у нас имеет, да, такую волнистую структуру. Можем, чтобы пух почесать, так на пальчик накрутить и положить. И теперь мы просто вытягиваем с поверхности какие-то отдельные прядочки, да, так же, как мы делали в локонах. Легкие-легкие, тоненькие-тоненькие. И фиксируем их лаком. То есть у нас также локон не уходит никуда в объем, но мы не делаем такую классическую счесанную, да, волну, а именно так более современный вариант с легкостью, с такой, со структурой. То есть мы берем 5, здесь можем весь наш пух, да, убрать рукой статику, и так раз аккуратненько. Что-то можно у корня подтянуть, что-то из серединочки. Потом отпускаю прядь, и теперь то же самое делаю, но сразу дублирую с лаком. Раз, подтянула, зафиксировала, подтянула, зафиксировала. Здесь могу какую-нибудь прядочку, раз, вытянуть. Здесь могу пошире чуть-чуть сделать, да, чтобы они у нас так не сбились потом в один. Но опять же, даже когда вы работаете с таким вариантом фиксации локона, следите, пожалуйста, чтобы у вас вот никакого лишнего пуха не было. То есть, видите, я все равно счесываю, чтобы у меня кончик был все-таки такой почище, посимпатичнее, пошире, да, в том числе, видите, я его сейчас пошире сделала. Вы можете взять расческу с более редкими зубчиками, прочесать прядь, и тогда она уже немножечко, видите, расческа задаст, как бы разобьет эту прядь на несколько, и уже вам будет тянуть текстуру намного легче. И последняя прядочка мы подчесали. Делали пошире, да. Опять я осью с двоечкой чуть-чуть прохожусь, только немного, чтобы у меня все это не замерло, да, прям. И теперь аккуратненькие тоненькие прядочки я вытягиваю и в воздухе их фиксирую. Фиксирую, жду, когда остынут, отпускаю. Остынут, высохнут. Так уж говорю. То есть вот легкая такая волна делается именно таким вот образом. После этого в конце мы всегда можем использовать блеск для того, чтобы у нас волосы еще были такие поживее и на фотографиях смотрелись более выразительно. Таким образом закончился у нас последний урок по голливудской волне. Как я сказала в начале, она достаточно несложная в исполнении, но много тонкостей, которые все-таки лучше соблюдать, да, чем не соблюдать. И показала, как делать гладкую, да, более волну и более такую современную, объемную. Если вы еще тут начешете все у корня, да, то это вообще прям такой львеночек будет с легкой такой текстурой. В принципе, очень похоже в исполнении, конечно, на серф-локоны, но там мы крутили влево-вправо, да, чтобы так было поживее, посовременнее, и оставляли прямые концы. Здесь в такой укладке они не прямые, поэтому, когда вам клиент приносит фотографию работы, да, которую он хочет увидеть на себе, обязательно смотрите вот эти вот мелочи, в какие стороны они накручены и что у них с концами. Домашней работой у вас будет
Такое исполнение локонов, которые мы часто видим у стилистов, называется два в одном. Это когда всю голову сначала накручивают и вот так вот вытягивают такие легкие волны, да, легкие прядочки, а после этого берут брашинг и, то есть фотографируют сначала вот таким образом, и после этого брашингом все аккуратненько счесывают, вставляют вот эти вот клеммочки, да, все это приподнимают, жидким лаком прорабатывают, и получается вторая волна. То есть вы потратите одно количество времени, но получите две разные работы. Поэтому, если у вас нет времени, да, как не так много у вас на выполнение домашнего задания, вы можете сделать только одну треть, да, допустим, сзади. Если у вас есть время, да, и желание, то, конечно, можете сделать всю голову либо по третьим, либо увести все волосы назад. Поэтому будьте как бы на связи, следите, вся информация будет на сайте, что-то, возможно, я буду выставлять в сторис, тоже обязательно следите. И желаю всем удачи, а всем, кто все эти дни делал домашние задания, да, выполнял, я вам каждому желаю победы. Вы большие молодцы, что потратили целый месяц на такое хорошее дело, да. Надеюсь, вы уже стали поувереннее в каких-то навыках. Надеюсь, я вам во многом помогла. Поэтому всем спасибо, всем до свидания и каждому желаю выиграть.